Всем доброй ночи, друзья мои, а точнее доброй ночи, дамы. Я говорила вам и повторяюсь о том, что привороты – это сродни порчам. Привороты ломают жизнь как мужчине, так и женщине. Я сейчас не буду долго говорить об этом. Откройте любовные ритуалы Ютуба, мой ролик, мою видеолекцию, и посмотрите, узнайте подробно. Но существуют зазывы. Зазывы – это не привороты. Это пробуждение в человеке тоски, любви. Пробуждение, не создание любви искусственной. Я всегда говорю, если для человека вы что-либо значите, он обязательно отзовется. Если после проведения таких зазывов он не даст о себе знать, значит, вы для этого человека ничего не значите. Значит, забудьте об этом человеке, поставьте точку и начните другую жизнь. Почему я дарю вам зазывы? Хотя совершенно против вообще кого-либо призывать и зазывать. Но не все сильные духом, как я, например. Есть женщины, которые просто умирают от тоски, пока не добьются того, что он придет, услышат, увидят его и так далее. И вот, чтобы вы всяким аферюгам не платили миллионы за несуществующие какие-то привороты, которые они вам якобы делают. На любимого, на мужей особенно смешно. Своего мужа приворожить – это вообще каламбур. Вот чтобы вы не платили лишние деньги всяким всячинам, я вас учу, как можно самим зазывать мужчину. Я вам в руки даю инструмент. То есть я даю вам в руки настолько сильные работы, что они получаются, и для этого не обязательно обладать определенной силой. Для этого просто достаточно их проводить. В этих заговорах, зазывах, ритуалах есть ключи, есть слова, которые усилены, есть определенные секреты. Одним словом, в них есть все для того, чтобы они сработали и чтобы ваш мужчина летел к вам на всех парусах. Еще раз говорю, если вы что-нибудь для этого человека значите, после таких зазывов он обязательно даст о себе знать. Если он не дал о себе знать, значит, вы для него совершенно ровным счетом ничего не значите. Знайте это. Итак, в этом зазыве нужно распечатать фотографию мужчины и положить вот таким образом. То есть лицом к себе. Некоторые спрашивают, а вот, значит, а как быть, если у меня нет его фотографии? Если нет его фотографии, то нечего, значит, иметь какие-либо отношения с человеком. А если я не знаю его имени, не знаете его имени, дальше список продолжать не буду. Это серьезные вещи, и относитесь к этому серьезно. Не надо на первого встречного начитывать зазывы, понимаете? Это смешно и наказуемо. Человек, с которым вы встречаетесь, может быть, вы поссорились, хотите с ним помириться, поговорить. Может быть, вам хочется поставить точку, вы хотите, в конце концов, подытожить свои отношения. Иногда очень обидно, когда не знаешь, что, как. То есть точку поставить и успокоиться, начать другую жизнь. И иногда просто у человека смелости не хватает. Одним словом, в нем пробудить эту тоску. Для этого 6 восковых свечей, его фотография, которая будет вот так вот на вас смотреть. 2 восковые красные свечи нужно вот так
между собой, значит, переплести и зажечь. Вам еще нужна будет иголка и определенное количество восковых свечей. Почему определенное количество? Потому что мы не знаем, сколько там понадобится, пока вы будете капать эти свечи на его сердце. Работа очень сильная, поэтому относитесь к этому серьезно. Если вы точно хотите, чтобы человек все преграды просто перед собою сметал и приперся к вам, вы будете ему сниться, он будет вас видеть, тосковать. Одним словом, проводите 6 ночей кряду. Даже если он вам позвонил, написал, неважно. Встречайтесь с ним, но продолжайте. 6 ночей кряду вы должны провести. Если провели через... то есть 6 ночей провели и ждите еще 6 ночей, то есть 6 дней. Если в течение 12 дней все вместе он не появился, значит, вы для этого человека ничего не значите. Поставьте точку и забудьте. Потому что это настолько сильные зазывы, они такую тоску вызывают. И если человек хоть чуть-чуть вас любит, он просто явится. А если он себя сдерживает, тоскует по вам, думает о вас, но сдерживает себя и не появляется, значит, вы для него ничего не значите. Это самый лучший показатель того, стоит вообще за этого человека бороться, думать о нем или нет. Это второе, да. Обязательно восковые свечи, обязательно красные. Так нужно. Когда все закончите, все 6 ночей проведете, во-первых, эти восковые свечи догорают, вы огарки берете, собираете в отдельный пакет. Все эти 6 ночей. Потом относите красное вино под дерево, откуп. Красное вино, наливайте красное вино, завязывайте красную, ленту к ветке дерева и называйте 6 раз его имя. Ничего не говорите, приходи или что. Просто 6 раз называйте его имя. Значит, поворачивайтесь. Извиняюсь, 6 раз называйте его имя. Наливайте вино, половину можно налить, половину поставить. Рядом огарки свечей положите под этим деревом. 6 монет положите, повернитесь спиной и говорите: призываю такого-то к себе. И уходите без оглядки. Через короткое время он явится. Откупайтесь через 6 ночей кряду. Если он раньше появился, неважно, вы должны это доделать. Но если он с вами будет ночевать, значит, не получилось у вас это делать. Значит, перерывами сделаете. Вот он, когда уедет, вы сделаете. Но 6 ночей вы должны это делать. Дальше. За эти 6 ночей, пока вы это проводите, не писать, не звонить ему, не заходить на его страничку там ВКонтакте, где бы ни было. Никак себя не проявить. Уходите на дно. Когда он позвонит, тогда с ним разговаривайте. Не раньше. Итак, его фотография. Карта червового короля. Вытаскиваете из колоды. Остальную колоду можете спрятать, делать, что хотите, неважно. Начитали 6 раз, капая свечами. Потом берете его фотографию. Вот ждете, пока свечи немного, значит, остынут. Окаменеет эта свеча. Лицами вот так нужно положить друг на друга. Закрыть любой тканью, черной или красной, и спрятать. Когда все это завершится, закончится, отдельно его фотографию храните. Червового короля нужно сжечь. Сжечь в какой-нибудь емкости и вынести на улицу. Под любое дерево можете, куда угодно, но на улицу, на перекресток не кидайте, в мусорку не бросайте. Все, фотография вашего любимого, если она испорчена, можете сжечь, ничего страшного не случится. Если не испорчены, бывает, что там размазано воском, можете хранить. Одним словом, это сильный зазыв на червового короля. Берем,
протыкаем ему сердце. Насколько я помню, сердце должно быть с этой стороны у него. Вот так протыкаем сердце. Я здесь буду говорить его, а вы называете имя человека. Тем более, что фотография перед глазами. Вот проткнули сердце. Вот, ну, можно как угодно. Положите. Зажигайте из этих свечей. Начинайте капать на иглу. Так, секунду. За 6 гор, 6 дорог стоит черная церковь. Там черные иконы. Поп на иконы молится, а ты, имя его, на меня молись. Воск тает от огня жгучего. Ты тоскуй по мне от слова моего могучего. Игла закаляется, и твое сердце по мне мается. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Кипи твое сердце, кипи твоя кровь, пробудись твоя страсть и твоя любовь. Огонь твое сердце сжигает, тоска по мне тебя порабощает. Мое сердце тебя ко мне призывает. Аб азан бара абара. Воск тает от огня жгучего. Ты тоскуй по мне от слова моего могучего. Игла закаляется, и твое сердце по мне мается. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Деньги все люди любят, друг друга ради денег купят. Так и ты меня люби, тоскуй, ревнуй и береги. Люби меня больше себя. Кровь твоя кипит. Вот. Такое тоже возможно, не переживайте. Просто потушите и читаем дальше. Так, давай уже. Угу. Вот так. Кровь твоя по мне кипит, душа твоя обо мне говорит, да не будет тебе покоя, пока ты не вспомнишь обо мне, а вспомнишь и вечно в сердце твоем сохранишь и не забудешь. Вновь читаем. Воск тает от огня жгучего, ты тоскуй по мне от слова моего могучего. Игла закаляется, твое сердце по мне мается. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Вот так начитали одной свечой. Значит, вот так потушили в сторону. Берем другую свечу. Я сейчас не буду капать, я просто прочитаю. Читать нужно 6 раз. Подождать, пока эти свечи чуть-чуть догорят. Уже, да, практически догорят. Останется немного. И потушить эти огарки, собрать отдельно в пакет. 6 ночей к ряду. Как откупиться, я уже сказала. Читаю. За 6 гор, 6 дорог стоит черная церковь. Там черные иконы. Поп на иконы молится, а ты на меня молись. Воск тает от огня жгучего, ты тоскуй по мне от слова моего могучего. Игла закаляется, и твое сердце по мне мается. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Феппе, феппе, элера. Кипит твое сердце, кипит твоя кровь. Пробудись твоя страсть и твоя любовь. Огонь твое сердце сжигает, тоска по мне тебя порабощает, мое сердце тебя ко мне призывает. Аб, азан, бара, абара. Воск тает от огня жгучего, ты тоскуй по мне от слова моего могучего. Игла закаляется, а твое сердце по мне мается. Феппе, феппе, элера, феппе, феппе, элера, феппе, феппе, элера. Деньги все люди любят, друг друга ради денег губят. Так и ты меня люби, тоскуй, ревнуй и береги. Люби меня больше себя.
Кровь твоя по мне кипит, душа твоя обо мне говорит. Да не будет тебе покоя, пока не вспомнишь обо мне, а вспомнишь и вечно в сердце своем сохранишь и не забудешь. И снова читаем. Секунду. Воск тает от огня жгучего. Ты тоскуй по мне от слова моего могучего. Игла закаляется, твое сердце по мне мается. Фэпэ, фэпэ-лера, фэпэ-фэпэ-лера, фэпэ-фэпэ-лера. Да будет так, заклинаю. И вот так читайте 6 раз. Я уже сказала. Каждый раз нужно очередную свечу потушить и положить рядом. Вам, в принципе, для этого ритуала понадобится определенное количество свечей. Вы рассчитайте на это. И попрошу не писать постоянно, где найти свечи, где купить свечи такие и так далее. Они продаются, их полно. Везде на сайтах можно заказать, где угодно. Ну, что вам сказать? Проводите и не ходите, не платите лишние деньги за то, что вам не проведут. Сами сделайте. Еще раз напоминаю, это очень сильные работы. Они пробуждают тоску в человеке. Если человек смог выдержать эту тоску и никак себя не проявить, значит, этот человек вас не любил. Вот и все. Это легче простого проверить. А если пришел, все-таки в нем остались чувства. Вы не любовь создаете, вы тоску создаете. А за тоской следуют любящие сердца. Человек, который не любит, эту тоску может заглушить и дальше жить. И забыть про вас. Вот и все. Ну что ж, удачи вам в любви.